Категорически всем привет. Сегодня я подробно расскажу об интернет-рации Slide2Talk. Очень отрадно, что данное приложение сделано российскими разработчиками из Владивостока, и оно очень достойно выглядит среди подобного сегмента приложений. Можете мне поверить, как активному пользователю Zelo рации с 2012 года. Краткие характеристики данного приложения вы видите на своих экранах. При необходимости нажмите на паузу. А теперь перейдем к практическому освоению. Я рекомендую установку с Rustore. Если вдруг вы захотите подключить премиальные функции этого приложения, это легко можно будет сделать, используя российские банковские карты. Пролистываем стандартное приветствие и открываем экран, где нам предлагается создать группу, присоединиться к группе или привязать уже зарегистрированный аккаунт. Допустим, мы хотим присоединиться к группе Международного клуба путешественников Трасса Travel. Это можно сделать через QR-код по ссылке или через локальную сеть Wi-Fi. В этом случае вам понадобится пароль, который должен дать администратор. Выбираем свое имя в группе и ее цвет. Важное замечание: если вы присоединяетесь к группе, например, Трасса Travel или Амурский пожарный, которые уже имеют премиальный статус, никаких ограничений по общению у вас не будет. Если группа не премиальная, то существуют определенные ограничения на количество переданных сообщений. Понять, состоите вы в премиальной группе или нет, можно по значку короны возле названия группы. Сообщения можно отправлять как всем участникам группы, так и отдельному пользователю, там просто выделив его. В настройках группы можно изменить ее название. Если вы являетесь администратором, придумать свой ник для группы. В разных группах можно иметь разные ники. Скрыть группу из общего поиска тоже можно, нужно только поставить соответствующую галочку. Есть возможность синхронизации данных на разных устройствах. Для этого можно привязать свой аккаунт. Программа сама предложит вариант привязки. Это может быть аккаунт Google или Huawei. Если вы боитесь пропустить сообщение, когда установлен беззвучный режим или режим «Не беспокоить», то в соответствующих разделах выберите «Игнорировать всегда». Тогда даже в беззвучном режиме вы услышите сообщение. Приложение позволяет общаться даже без интернета, только по Wi-Fi сети предприятия или домашней сети. Просто выберите сеть и дайте разрешение. Для входа в локальную сеть запросите пароль у администратора канала. Для уверенной работы приложения с выключенным экраном и в фоне дайте на это разрешение, отключив оптимизацию батареи. Функция быстрого ответа тоже есть, ее нужно только активировать. Значки около аватарок пользователей подскажут вам о подключении к группе через интернет или локальную сеть, а также находится ли пользователь онлайн. В параметрах звука можно настроить звуки роджеров и их громкость. Кстати, приложение отлично смотрится и функционирует на любых устройствах. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять.
Раз, два, три, четыре, пять. А поддержка Bluetooth гарнитур делает приложение универсальным. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Настроить такие гарнитуры, а также стандартные кнопки PTT можно в общих настройках приложения. По умолчанию кнопку PTT можно настроить либо на ответ всей группе, или на приватное сообщение. У каждой группы есть история сообщений. Ее можно прослушать, например, когда не расслышали собеседника с первого раза, или если звук телефона был выключен. Срок хранения истории определяет администратор группы. Вы можете почистить историю канала самостоятельно, но учтите, она очистится только у вас. Другим участникам она по-прежнему будет доступна. Подведем итоги. Эти и другие настройки не вызовут у вас затруднений. Все интуитивно понятно и расписано подсказками системы, разработчики постарались предусмотреть все. У меня, как у пользователя, есть пару предложений, на которые, надеюсь, разработчики обратят внимание. Первое – дать возможность загружать аватары для пользователей и для оформления групп. Мне кажется, это выглядело бы более симпатично. Второе – сделать отдельную вкладку с Яндекс.Картой, на которой было бы видно нахождение пользователей группы в режиме онлайн. Для параноиков, за которыми всегда следят, сделать эту функцию отключаемой в настройках. Карта была бы полезна для пожарных при тушении лесных пожаров, группам путешественников, для контроля безопасности на маршруте и многим другим, например, семьям, которые будут наблюдать за детьми, одновременно общаясь с ними. А какие функции предложили бы вы? Напишите в комментариях. В завершении предлагаю всем любителям путешествий, не только по России, но и по миру, присоединиться к группе Трасса Travel. Здесь вы сможете поделиться рассказами о своих поездках, запросить помощь в дороге и много другое. В конце концов, просто протестировать приложение, общаясь с участниками группы. У Трасса Travel есть и группа в Telegram. В общем, приглашаю всех желающих, но не забывайте о нормах общения. Политиканы и сквернословы будут удаляться из групп, а пожарных, добровольцев и просто жителей Амурской области ждем в группе «Амурский пожарный», где можно сообщать о пожарах, ЧС и других происшествиях. Уточнять актуальную информацию, связанных с безопасностью. Уважаемые зрители, если вам понравилось видео, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Вы можете помочь развитию канала, сканировав QR-код на экране или пройдя по ссылке в описании к видео. Спасибо за просмотр и посещайте наш канал чаще.